Мира вам, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Рада приветствовать вас в новом видео и представить вам новый мастер-класс по шали. В самом начале хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии. И особенную благодарность хочу передать тем, кто решил поддержать канал своим донатом. Внизу под видео отмечу каждого поименно. Еще раз большое вам спасибо. Информацию по пряже, ее расходу, а также другую дополнительную информацию оставлю внизу в описании под видео, а также закреплю в комментариях. Итак, начинаем вязание. Вначале фиксируем петлю на рабочей нити и набираем цепочку из 5 воздушных петель. Делаем 2 накида на крючок и в самую первую петлю просовываем крючок, захватываем нить крючком, вытягиваем ее. Теперь через 2 петли протягиваем нить, еще раз через 2 петли и 2 петли оставляем на крючке. Делаем еще 2 накида на крючок, в эту же петлю просовываем крючок, захватываем нить, вытягиваем ее. Теперь через 2 петли просовываем нить, еще через 2 петли, и теперь у нас 3 петли на крючке. Вот теперь эти 3 петли провязываем вместе. Таким образом мы провязали 3 столбика с 2 накидами с одной общей вершиной. Теперь набираем цепочку из 9 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Цепочку набрали, делаем 2 накида на крючок и в эту же первую петлю на начальной цепочке провязываем еще 3 столбика с 2 накидами с одной общей вершиной. То есть просунули крючок, вытянули нить, провязали сквозь 2 петли, еще сквозь 2 петли и 2 петли оставили на крючке. 2 накида на крючок, захватили нить, провязали сквозь 2, и еще сквозь 2 на крючке у нас осталось 3 петли. Делаем еще 2 накида, просовываем в петлю крючок, вытягиваем нить, провязываем сквозь 2 петли, еще сквозь 2 петли, и на крючке у нас 4 петли. Теперь провязываем эти 4 петли вместе. Таким образом мы закончили первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Вязание поворачиваем. Делаем 2 накида на крючок. И в основании этой цепочки провяжем 2 столбика с 2 накидами с одной общей вершины. Протягиваем нить сквозь 2 петли, еще раз сквозь 2 петли оставили на крючке. 2 накида на крючок, сюда же провязываем еще 1 столбик с 2 накидами не до конца. На крючке у нас 3 петли и 3 петли провязываем вместе. Теперь нам нужно будет провязать соломоновую петлю, или соломоновый узел. Вытягиваем нить крючком примерно на высоту 2 столбиков с накидом. Пальцами левой руки придерживаем ниточки. Крючком захватываем рабочую нить, вытягиваем сквозь петлю нашу длинную. Указательным пальцем правой руки придерживаем петлю на крючке. Крючок заводим за стенку петли. Захватываем рабочую нить, вытягиваем сквозь петлю. Теперь у нас 2 петли на крючке, и мы их провязываем вместе. Так мы сделали соломонов узел, или соломонова петля. Теперь делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И теперь будем провязывать под цепочку из 9 воздушных петель. Делаем 2 накида на крючок и под цепочку провяжем 5 столбиков с 2 накидами.
полноценные столбики с двумя накидами. Итак, первый столбик с двумя накидами провязываем до конца здесь уже. Делаем 2 накида на крючок под цепочку. Второй столбик с двумя накидами провязываем до конца. 2 накида на крючок. Сюда же третий столбик с двумя накидами. 2 накида на крючок. Четвертый столбик с двумя накидами. Делаем еще 2 накида и провязываем под цепочку последний 5-й столбик с двумя накидами. Вот что у нас получилось. Теперь делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и провязываем соломонову петлю. Вытягиваем нить крючком. На такое же нам нужно вытянуть расстояние, как и предыдущая соломоновая петля. Придерживаем пальцами левой руки ниточки, крючком захватываем нить, протягиваем сквозь нашу длинную петлю. Указательным пальцем правой руки придерживаем нить на крючке, просовываем крючок сквозь петлю, захватываем нить, вытягиваем и 2 петли на крючке провязываем вместе. Готов наш соломонов узел. Должен быть он хотя бы примерно такой же высоты, как и предыдущий. Теперь в конце провяжем такой же элемент узора, как и в первом ряду, как и в начале второго ряда. То есть нам нужно провязать 3 столбика с 2 накидами, с одной общей вершиной и с одним основанием. В конце вот 4 петли на крючке, эти 4 петли провязываем вместе. Закончили второй ряд и приступаем к вязанию третьего ряда. Набираем цепочку из 4 воздушных петель, вязание поворачиваем. В основании этой цепочки провязываем 2 столбика с 2 накидами, с одной общей вершиной. Провязали 1 столбик и сюда же провязываем 2 столбик. У нас на крючке 3 петли, и эти 3 петли провязываем вместе. Теперь набираем цепочку из 9 воздушных петель. Над соломоновой петлей в предыдущем ряду наверху у нас каждый раз будут цепочки из 9 воздушных петель. Итак, далее в предыдущем ряду после соломонового узла у нас были 2 воздушные петли. Прямо под них провязываем столбик без накида. Затягиваем петлю и теперь вытягиваем нить крючком для соломонового узла. Провязываем 1 соломонов узел и сразу же вытягиваем нить крючком еще раз, провязываем 2 соломонов узел. У меня постоянно проблемы какие-то с тем, чтобы они были одинаковые, но вы постарайтесь. Теперь под цепочку из 2 воздушных петель, которая идет после 5 столбиков с 2 накидами, провязываем столбик без накида. Теперь, так же как и в начале ряда, набираем цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в конце провязываем тот же элемент узора, который будет у нас повторяться в начале и в конце каждого ряда. То есть провязываем 3 столбика с 2 накидами, с одной общей вершиной и с одним общим основанием.
конце провязываем 4 петли вместе. Так, мы с вами закончили третий ряд и приступаем к вязанию четвертого ряда. Набираем цепочку из 4 воздушных петель, вязание поворачиваем, делаем 2 накида на крючок, в основании нашей цепочки провязываем 2 столбика с 2 накидами с одной общей вершиной. 3 петли провязали вместе. Теперь нам нужно сделать соломонов узел. Вытягиваем нить на такое же расстояние, как и предыдущие соломоновые петли, и провязываем соломонов узел. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и под цепочку из 9 воздушных петель предыдущего ряда провяжем 5 столбиков с 2 накидами. Каждый столбик с 2 накидами провязываем до конца, то есть полноценные столбики. Второй столбик, сюда же третий, четвертый и пятый. Далее делаем 2 воздушные петли и провязываем соломоновую петлю. Вытягиваем нить крючком, делаем соломонов узел. И теперь внимание. В предыдущем ряду у нас было 2 соломоновые петли. Между ними в узелок провязываем сейчас столбик без накида. Прям в сам узелочек. Просовываем крючок, захватываем ниточку и провязываем столбик без накида. Теперь вытягиваем петлю и провязываем еще 1 соломонов узел. У нас должен получиться как бы крестик из 4 соломоновых петель. Делаем 2 воздушные петли и под цепочку провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Первый столбик, полноценные столбики провязываем. Второй столбик, третий столбик с 2 накидами, четвертый и сюда же последний 5 столбик с 2 накидами. Далее делаем 2 воздушные петли, 1, 2, вытягиваем петлю крючком и провязываем соломонов узел. И повторяем элемент узора, как и в предыдущих рядах, в начале и в конце. Делаем 2 накида на крючок, провязываем 3 столбика с 2 накидами с одной общей вершиной и с одним общим основанием. Столбики с 2 накидами провязываем не до конца, у нас должны в конце остаться 4 петли, и эти 4 петли мы провязали вместе. Итак, мы с вами провязали 4 ряда, и тут уже узор становится понятен. Теперь начинаем 5 ряд, но для начала обратите внимание. 5 нечетный ряд вяжется так же, как и предыдущие нечетные ряды. Раппорт у этого узора всего состоит из 2 рядов. Четные ряды повторяются одинаковые, и нечетные ряды также.
Итак, набрали цепочку из 4 воздушных петель вязания, повернули и набираем еще 2 столбика с 2 накидами с одной общей вершиной. Итак, в 5 ряду, так же как и в 3 и в 1, то есть нечетный ряд, начинаем цепочкой из 9 воздушных петель. Далее, в предыдущем ряду под цепочку из 2 воздушных петель, которые перед столбиками с 2 накидами, провязываем столбик без накида. Теперь посмотрите, я провязываю столбики без накида, просто просунув крючок под цепочками из 2 воздушных петель, а также можно проколоть крючком одну из этих 2 петель и провязать столбик без накида таким образом. Далее идем по узору, смотрим. Над столбиками, 5 столбиками с 2 накидами у нас идут 2 соломоновые петли. Значит, вытягиваем нить крючком и провязываем первый соломонов узел. Сразу же вытягиваем нить крючком второй раз на такую же длину и провязываем второй соломонов узел. После 5 столбиков с 2 накидами под цепочку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Далее у нас в предыдущем ряду идут 2 соломоновые петли. Над ними, над соломоновыми петлями, у нас должны быть 9 воздушных петель. Далее под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Теперь вытягиваем нить крючком, и нам нужно провязать 2 соломоновых узла над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда. Вытянули нить крючком, провязали первый соломонов узел, вытягиваем нить крючком второй раз на такое же расстояние и провязываем второй соломонов узел. Под следующую цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Так как далее у нас идет опять соломоновая петля, то набираем цепочку над ней из 9 воздушных петель. Возможно, я говорю это как-то хаотично, непонятно, но мне очень хочется, чтобы вы далее легко ориентировались по узору, даже не заглядывая в саму схему. Итак, в конце провязываем повторяющийся элемент узора, то есть 3 столбика с 2 накидами с одной общей вершиной и с одним общим основанием. Закончили 5 нечетный ряд, и следом у нас идет 6 четный ряд. Четный ряд, то есть 6 вяжется так же, как и 4, как и 2, а начинается он с соломоновых петель. Но вначале нам нужно провязать элемент узора, который повторяется из ряда в ряд в начале и в конце ряда. Сделали 4 воздушные петли, это у нас столбик подъема, и провязываем еще 2 столбика с 2 накидами не до конца, и в конце провязываем 3 петли вместе. Теперь нам нужно по узору каждый четный ряд после данного элемента узора начинается из соломоновой петли. Вытягиваем нить крючком и провязываем соломонов узел.
Сразу же набираем 2 воздушные петли, 1, 2, делаем 2 накида на крючок и под цепочку из 9 воздушных петель предыдущего ряда провяжем 5 столбиков с 2 накидами, с полноценными 2 накидами. Первый столбик, сюда же второй столбик, третий столбик, четвертый столбик и пятый столбик с 2 накидами, последний. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, вытягиваем нить крючком, провязываем соломонов узел, итак, смотрим. В этом месте в предыдущем ряду у нас были провязаны 2 соломоновые петли вместе. Значит, сейчас мы провяжем столбик без накида в соломонов узел, который идет между 2 соломоновых петель. В сам узелок провязываем столбик без накида. Теперь вытягиваем ниточку и провязываем еще один соломонов узел. Сразу делаем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок и под цепочку из 9 воздушных петель предыдущего ряда провяжем 5 столбиков с 2 накидами, полноценных столбиков с 2 накидами. Так, третий столбик, сюда же четвертый и пятый столбик с 2 накидами. Сразу после 5 столбиков с 2 накидами мы набираем 2 воздушные петли и вытягиваем соломоновую петлю. Провязываем узелочек, и тут также между 2 соломоновых петель узелок провязываем столбик без накида. Сразу же вытягиваем еще одну петлю и провязываем соломонов узел. Делаем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, под цепочку из 9 воздушных петель провязываем 5 полноценных столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4 и 5. А после 5 столбиков с 2 накидами у нас идут 2 воздушные петли. Сразу же соломонова петля. Провязываем узелок и в конце ряда провязываем тот элемент узора, который повторяется из ряда в ряд. 3 столбика с 2 накидами, с одной общей вершиной, и с одним общим основанием. Это мы с вами провязали 6-й ряд, четный. Как я уже сказала, раппорт данного узора состоит из 2 рядов. Четный и нечетный. Ну и сейчас мы с вами повторим следующий нечетный ряд. 7-й ряд будет такой же, как и 5-й ряд. Начинается он также цепочкой из 9 воздушных петель. Далее 2 соломоновых узла, цепочка из 9 воздушных петель, 2 соломоновых узла. После четный ряд такой же, вот как 6-й. Соломонов узел, 5 столбиков с 2 накидами, 2 соломоновых узла,
5 столбиков с 2 накидами и так далее. В начале, то есть перед и после столбиков с 2 накидами у нас идут по 2 воздушные петли. Их не забываем, конечно. Вот наши 5 столбиков с 2 накидами. После и перед идут 2 воздушные петли и соломонов узел. Итак, начинаем. 7 ряд. Он у нас такой же, как и предыдущие нечетные ряды. Начинается с цепочкой из 9 воздушных петель. Но вначале провяжем повторяющийся элемент узора. 4 воздушные петли, вязание поворачиваем. И в основании этой цепочки провязываем 2 столбика с 2 накидами не до конца. На крючке у нас должно остаться 3 петли. Эти 3 петли провязываем вместе. Теперь набираем цепочку из 9 воздушных петель. Под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда, ближе к столбикам с 2 накидами, провязываем столбик без накида. Над 5 столбиками с 2 накидами у нас должны быть 2 соломоновые петли. Провязываем 1 соломонов узел, сразу же вытягиваем 2 петлю и провязываем 2 соломонов узел. После столбиков с 2 накидами под цепочку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Мне лично проще ориентироваться по узору, глядя на предыдущий ряд. А глядя на предыдущий ряд, мы видим 2 соломоновые петли, значит, в этом ряду набираем цепочку из 9 воздушных петель. Под цепочку из 2 воздушных петель провязали столбик без накида. Теперь над 5 столбиками с 2 накидами у нас должно идти по узору 2 соломоновых узла. Первый, и сразу же вытягиваем ниточку, провязываем 2. Под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Далее смотрим по узору, по схеме, либо по предыдущему ряду. У нас был крестик из соломоновых петель. Над ним мы провязываем цепочку из 9 воздушных петель. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Над 5 столбиками с 2 накидами провязываем 2 соломоновые петли. Вытягиваем петлю, провязываем 1 соломонов узел, сразу же вытягиваем 2 петлю и провязываем 2 соломонов узел. Под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда провязываем столбик без накида. И в конце ряда набираем цепочку из 9 воздушных петель. Делаем 2 накида на крючок и провязываем повторяющийся элемент узора в начале и конце каждого ряда. 3 столбика с 2 накидами, с одной общей вершиной и с одним общим основанием. Это мы с вами провязали 7 нечетный ряд. Провяжу с вами еще один ряд. У нас это будет 8 четный ряд, который вяжется так же, как и предыдущие четные ряды, так же как и 6, 4, 2. В начале провязываем элемент узора, который повторяется из ряда в ряд в начале и в конце каждого ряда. Далее у нас идет соломонова петля
2 воздушные петли. И 5 столбиков с 2 накидами под цепочку из 9 воздушных петель. Первый столбик, сюда же второй столбик, третий столбик, четвертый столбик и последний 5 столбик с 2 накидами. Я думаю, что вы уже запомнили последовательность столбиков, цепочек, соломоновых петель. Но продолжим. Делаем 2 воздушные петли, вытягиваем соломоновую петлю и провязываем узел. Теперь между 2 соломоновых петель предыдущего ряда в узелок провязываем столбик без накида. Итак, вытягиваем еще одну соломоновую петлю, делаем узел, делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и под цепочку из 9 воздушных петель предыдущего ряда провязываем 5 столбиков с 2 полноценными накидами. Точнее, 5 полноценных столбиков с 2 накидами. Итак, второй столбик, третий, четвертый и 5. Не буду провязывать этот ряд с вами до конца, так как он повторяется. Я думаю, что вы уже его сами запомнили. Единственное, вот сделаем еще 2 воздушные петли и 2 соломоновых узла. Сначала делаем 1 соломонов узел, между 2 соломоновыми петлями в узелок, это предыдущего ряда, провязываем столбик без накида, вытягиваем еще соломоновую петлю, провязываем узел. Теперь делаем 2 воздушные петли и под цепочку из 9 воздушных петель провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Далее ряд закончите сами. И если вы не смогли запомнить узор до этого момента, значит, я вам плохо объяснила, то напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, чтобы на следующий раз я имела в виду и исправила свои ошибки. Так, когда до конца ряда дойдете, то ваши 8 рядов должны выглядеть таким вот образом. Я же провяжу сейчас еще 2 ряда, чтобы образец узора был немного больше. Здесь у меня 10 рядов. И сейчас покажу вам, как сделать обвязку по верхнему краю сразу же, так как часто возникают такие вопросы у подписчиков, как обвязать верхний край той или иной шали. Итак, когда вы провяжете нужное вам количество рядов для того, чтобы получить желаемый вами размер шали, сделайте так, чтобы последним рядом был четный и состоял из столбиков с 2 накидами, которые в ряду у нас есть 5 столбиков с 2 накидами. Итак, набираем цепочку из 5 воздушных петель, вязание поворачиваем, под цепочку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Далее набираем еще цепочку из 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Под следующую цепочку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Далее так и будем провязывать цепочки из 5 воздушных петель, и под каждую
цепочку из 2 воздушных петель провязывать столбики без накида. Также можно проколоть одну из этих 2 петель и провязать столбик без накида. Таким вот образом. И так вяжете ряд до конца. Довязали первый ряд обвязки верхнего края. Он должен немного стягивать полотно, именно верхний край. Делаем 3 воздушные петли, вязание поворачиваем и сделаем второй ряд обвязки верхнего края. Под цепочку из 5 воздушных петель провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4 столбик. Далее между цепочками у нас идет столбик без накида, в него тоже провязываем столбик с одним накидом. Под следующую цепочку провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. И далее также будем вязать ряд до конца. Под каждую цепочку провязывать по 5 столбиков с одним накидом и столбик без накида, тоже столбик с одним накидом. Итак, довязали второй ряд обвязки верхнего края до конца. И рекомендую вам провязать еще один ряд, то есть это будет уже 3-й ряд обвязки верхнего края. Просто провяжите его столбиками без накида в каждую петлю. Это даст нам возможность получить как бы законченный верхний край и присоберет его немного так, чтобы он в дальнейшем как бы не волнился. Вид будет более аккуратный. Вот, кстати, я провязала верхний край еще один ряд столбиками без накида, и мне так нравится намного больше. Теперь обратите внимание, вязала я свою шаль из пряжи Alize Diva Batik. Очень люблю эту пряжу, но когда она не пропаренная, она бывает как бы деревянная, на мой взгляд. Так как здесь провязаны соломоновые петли, то можно его не провязывать, оставить в таком состоянии. Но посмотрите сами на разницу. Здесь я образец уже пропарила. И этот вариант мне нравится намного больше. Кстати, на соломоновые петли это никак не повлияло. Если они не стали аккуратнее, то хуже не стали. Прикрепляю здесь схему данного узора. Сохраните ее себе. А еще лучше вы пройдите в описании внизу под видео в социальные сети. И там можете скачать данный образец в хорошем качестве, а также другие схемы для шалей на моем канале. После окончания своей шали сделайте бахрому. Как сделать обычную бахрому, прикреплю здесь ссылочку. Можете посмотреть, есть видео, кто не знает. Ну и на этом все. Данный мастер-класс окончен. Не забудьте подписаться, оставляйте свои комментарии. И еще раз всем спасибо за вашу поддержку канала.